Свободное сознание. Полное удаление страха. Проводник Ольга. Этого канала «Новое пробуждение человечества» есть чаты в Telegram, где идут прямые эфиры. Ссылки в описании. Видео содержит прямую передачу. Слушая это внутренним звуком души, утверждайте благодарность тебе, свободная Терра, единение, освобождение. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Мир, пробудись. Прах эго отряхни. И мысли новый путь открой, и чистый, и прямой. Новый день, он первый раз. Он новый. Слово «новый» так для многих звучит как-то обыденно. Очень много могущества заключено в словах, и все знают об этом. И вместе с тем, слова были развоплощены с сознанием. Человек может говорить, утверждать, но почему слова бездейственны? Почему они не создают такую атмосферу силы и мудрости? Только потому, что отдельно идет волевой центр. Уже об этом много сказано. Духовность, она совсем приобрела такой статус, что это для каких-то избранных. Кто-то считает избранным, кто-то считает совсем заблудшими, те, кто ищет Бога. И их в миру очень много разных. Действительно потерявших вообще рассудок, но утверждают, что они верят в Бога и передают от Бога. И там вещают за них какие-то сублимации, какие-то нижнеастральные сущности, демонические сущности. Все это есть. И множество душ силы, которые находятся на этой планете, в это время попали порой в такие прочтения, прослушивания таких передач. И вместе с тем, они очень сфокусировали свои помыслы, сложили эти слова. Слова звучат где-то как слова, как какой-то звук. Не единое оно с духом. Дух — это та духовность, что дышит, та духовность, что дает вибрацию, дает саму жизнь, создает саму жизнь. И вот это восприятие, одно говорю, другое думаю, третье делаю. Это привычно, и это то лукавство, то загробное астральное, то, которое сейчас практически выходит на какой-то подъем. И в этом такая опасность неимоверная. И все, что нужно сейчас поднять, для многих, кто стремится к познанию настоящести себя. Не просто себя, а настоящести самой жизни. Это понять, что вы вот там, внутри, должны быть целостны. Целостным изначально вы создавались. Да, вы воплощались не раз. И самое, что печальное, не хотят многие принять, и религия очень старательно, очень хитро это сделала. Очень лукаво, ложно она это внедрила, что кармы не существует. Вы можете каждый себя перепроверить. Все передачи, которые здесь, на этом канале «Новое пробуждение человечества» происходят, вы приходите на встречу с самим собой. Все вы находитесь в своих чертогах, на разных расстояниях, и вместе с тем, вы можете ощущать после передачи какие-то болевые эффекты, какие-то грусти, какие-то печали, какие-то взрывы злости, все что угодно происходит. Почему? Потому что здесь идет истина. А истина, она всегда единит вас. Хотите вы этого или нет, она единит. И если у многих происходит такое намерение, я не хочу быть лукавым. Я не хочу никому угождать, никому. Я хочу быть, истину принять. И если эти изначальные, многочисленно произносимые слова «хочу принять истину», вы усиливаете вот это единение, единство внутри себя, тела, разума, души. Тело, самое по себе физическое, это очень-очень штрих небольшой, потому что существует превыше всего первично элементал сознания тела. Сознание существует и на физическом. В физическом теле есть сознание, и это сознание, оно также многомерностью отличается.
И подсознание есть сознание, есть рассудок, есть разум, есть бессознательное и более высокие уровни. Все это существует. И когда я хочу ту настоящую истинность слышать, ею быть, ею стать, здесь любые ваши произношения, которые откликнутся внутри у вас, вы это произносите. И снова напоминаем, когда бы вы ни общались с самим собой, вы как бы вливаете вовнутрь. Вы не внешне говорите, а вливаете. И, конечно же, первично утвердить то, что я нахожусь в сейчас. Сфокусировать, сцентрировать этот луч собственной силы на чакре сердца – это чакра Вознесения. И сфокусировав на ней вот этот луч собственного произношения, луч силы внутренней фокусировать, коснуться ее и быть в ней. И вот тогда вы так много сможете познать, узнать, перетворить и стать этим за очень непродолжительное время. Здесь необходимо фокусироваться очень честно. Я нахожусь в сейчас. Вы можете слышать или чувствовать, что что-то мешает, это могут быть вторжения. Не стыдитесь их, они есть и их не надо бояться. Очень много было передано, что такое вторжение, эти сублимации, эти такие демонические сущности. Они бессильны, если вы своим утверждением «я выбираю мир». Мир, о нем еще наверняка будет так много рассказано, что такое изначальный мир. Это ваш оплот силы сейчас для множества. Для освобождения это не просто произношение и это не просто слово. А это как раз та могущественная истина, которая дает вот этот импульс «жить, жить, жить». И она дает «жить» — это настолько много. Это нелинейное «жить», это многомерное «жить». А раз оно многомерно, оно обязательно по-другому не может быть. Изначальный мир вы четко фокусируете внутрь себя. Свой внутренний взор вы слушаете внутри себя. Мир изначальный – это значит истина. Вы никуда не уходите, ни чьи-то догмы, ни чьи-то трактаты. Вы напрямую хотите. И это обязательно будет сердце. Сердце – это могущественное, которое есть у множества вас. И невзирая ни на что, очень привычно вот эта линейная беготня, безладие, бравационное, ложное, лукавое, здесь чего только нет во всем этом. По сравнению с тем, что находится в вашем сердце. Вы так устали от этого, множество из вас. И столько зла принесли себе, и столько вреда, и самой планете, самой жизни на планете. И вместе с тем она стала привычна. И если вы вот сейчас, я нахожусь в сейчас, позвольте себе эти 20-30 минут, сколько вы будете слушать эту передачу или любой переданный урок на этом канале «Новое пробуждение человечества». Позвольте себе находиться в сейчас. Это первично, то, что остановит вот это безрассудство такого вторжения. Где-то оно гудит со всех сторон. Не быть в кабальной этой системе социума, это также находится. И там есть и звук, и звучание, разноголосие. И когда вот это сейчас, и сердце, здесь происходит такое единение. О нем много было сказано, во многих видео этого канала, новое пробуждение человечества это есть. Это тот золотой треугольник. Гортань – это волевой центр. И когда вы его в сейчас, все начинает компоноваться, все начинает структурироваться у вас. И при этом в сейчас это сразу же гортань начинает и сердечная чакра. Оно берет не все подряд, а вот именно изначальность чего-то настоящего. Сколько бы ни было, у каждого оно свое будет. Оно согласованность, вот этот изначальный мир, он дает такую световую мощную силу согласованности, той изначальности в вас. В сердечной чакре, в гортане, в сердце, в солнечном единении. И снова поднимается сердечная чакра, гортань, сердце, снова солнечное единение. И вот вырисовывается такой треугольник. Его можно назвать сразу же, кто бы сколько бы ни слушал, что это золотой треугольник. Он действительно такой на самом деле. Одним словом,
одним произношением он может не выстроиться. Это нужно многочисленность и настойчиво, честное такое свое принятие, только истины изначального Меира. И лобная часть, которую коснулись сейчас, первый мозг его назвали. Это очень-очень сокращенно, и о нем практически ничего не рассказали. Лобный мозг – это тот сенсор, о нем говорили, но мало очень. Это та сенсорность в нем находится, и у многих он настолько заблокирован, зашлакован. И вы каждый сам с собой можете посмотреть на это, что лоб действительно перегружен. Поэтому очень часто психологически, вот эта психотропная война, которая длится уже много, а она именно там, на лбу. Много об этом уже было сказано в видео этого канала «Новое пробуждение человечества». Крещение, вот там лоб обязательно задевают, перекрывают третий глаз. Любые догмы, культы, они первично идут, и вы вслушиваетесь, вам кажется, вы ушами слушаете. И если вы во что-то вслушиваетесь вот такое неординарное, видео какое-то прослушиваете, просматриваете, вы как-то замечая, не замечая, вы сразу напрягаете вот эту гортань, и обязательно лоб. И это говорит о том, что он зашлакован. И чтобы сейчас выйти на вот эту силу собственного силовика в себе, необходимо понять, что такое страх. Ибо только сердцем это можно слышать. И вот если есть настрой, приму только истину. Когда это лукаво-ложное звучит, то оно очень легко принимается и передней частью первого мозга, и затылком. Ибо затылок также перекрыт. И здесь он неразделим, передняя часть мозга и затылка. Они в единении находятся. Нельзя забежать наперед и рассказать, как ваше единение сложено, потому что вам это нужно поэтапно, по частям принимать. И не просто услышать, вам это нужно перетрансформировать. Убрать что-то и дать ход вот этим энергосоставляющим, связующую эту восстановить. А связующую эту восстановить – это значит деформация клетки, это значит какая-то часть закручена, завязана, чего только нет. Что значит заблокирован мозг, столько разной информации проглядывая, прослушивая и интересно. И очень часто было изначально это много лет назад, что развивающиеся люди – это те, которые много ереси смотрят. Они тогда совершенствуются и просматривают, и все знают. И называли их, и до сих пор называют, и они многословно и быстро говорят, и очень, кажется, по теме говорят, это интеллектуальность. И она, когда нет Бога. Вы же начинаете сейчас познавать совершенно по-другому, и это очень отличается. И это нужно пониманием своим взять как основу. Ибо вы хотите стать собой, силой. Что такое сила? Это та божественность в вас. Все остальное это будет иллюзия, это будут чужие догмы, чужие какие-то, как они выдают это мудростью. Нет, мудростью является только божественное, созданное первоначально Создателем, и передается всеми теми, кто действительно несет его истину, то есть живет в ней, ею стал. Здесь очень много захватывающего, чтобы можно было о них рассказать. И вам нужно сейчас, каждому, кто решительно шагает и кто хочет идти, понять, что такое страх. Страх – это вот эта иллюзорность, собранность много каких-то убеждений. Кто-то убежден, что Люцифер – это прям-таки божество. Да, когда-то это был архангел, но как только он сброшенный стал, то он не имеет света. Он имеет силу только по той причине, что множество верят в ложь. И раз верят в ложь, то отдают энергию света свою. И это тоже нужно знать. А раз вы отдаете энергию, раз вы боитесь и испугались его, и боялись, и суеверие, оно очень долго внедрялось, и до сих пор оно существует. Любые какие-то предсказания, а их сейчас очень много. И они на фоне с его позицией, с его пьедестала они это все вещают. И это, конечно, вызывает вот такую деградацию мозговых волн неимоверную. И нужно на все это просто, честно вот так рассматривать. И утверждать слово «ответственность», помните.
почему страх так расширился, почему он стал таким главенствующим. И вот эта вся темная рать, только потому, что ответственность им была отдана. То есть правительство все решает, а вы вообще туда не вмешиваетесь. И также было очень много сказано, что если вы не считаете нужным смотреть, что такое правительство и что оно делает, это темное, вы называете грязное. Вы свет не принимаете. Вы правителя настоящего Иисуса не принимаете. Это одновременно происходит. Как это печально, но это так. Ваш мозг двигается в том направлении, из чего состоит ваша лобная часть. И кармические вот эти задачи, которые вы не до конца осознаете. Вы свет получаете чистый и превращаете его в разные такие ситуации, обиды, кем-то командуете, на кого-то злитесь, кого-то оскорбляете, кто-то вас оскорбляет. И все это остается в вашем казуальном теле. Мог бы там быть только свет, но там пустота. Каузальное тело, которое даровано также, и оно связано с многими вашими аспектами вас. Оно также находится сейчас у многих бездейственно или не наполнено светом. И очень много до него, так сказать, дойти, необходимо сейчас множеству. И если каузальное тело, оно находится в тех измеряемостях, с которых вы пришли, в какой-то мере так можно сказать. В вашем каузальном теле также находится ваша та настоящесть силы, которая также наработана вами в предыдущих воплощениях. Вы были разные, вы были возмущенные, вы и боялись, и воевали, и убивали, и все было. А сейчас каузальное тело может для этих силовиков дать силу. Ваше же каузальное тело, которое находится на ваших счетах космических, может дать вам силу. Может дать вам какую-то подмогу, ясность. Выход из вот этой ситуации, потому что мир находится в опасности. И как бы не хотелось нам не говорить об этом, не думать об этом, но это происходит. Уже очень сильно запущена вот эта драхма физической кармы. И если вы поставите все сейчас на то, что вы хотите усилить вот эту идентичность в себе, индивидуальность и ответственность, и вы хотите мира, и вы хотите служить свету, вы хотите усиливать свет, то для многих каузальное тело будет расшифровывать вас, помогать вам, и много чего такого происходить. Не ищите, кроме даже профит, они говорят о нем, но не все о нем рассказывают. Сейчас, учитывая вот эту ситуацию, которая в мире происходит, это дадут тем силовикам, тем боевикам, которые, как бы вы физически не выглядели, не сравнивайте себя. Имеет значение ваш внутренний тот собранный потенциал, то ваше намерение, тот ваш моментум, что Меир превыше всего. Ибо вы выходите как спасатели. И вот этим спасателям, каузальное, оттуда, так сказать, из банка космического, будет индивидуально даваться. Это будет зависеть от тех высокопоставленных иерархов, которые существуют, их великое множество, за что непомерная им благодарность, что они так кропотливо и так тщательно миллиарды раз нам объясняют, а мы никак не хотим это услышать. И вместе тем, это от них будет зависеть, они будут видеть. И вам должно быть понятно сейчас, что вы всегда были видимы. Кем бы вы ни являлись, если вы выходите на стезю вот этого первопроходца, если вы берете этот импульс и берете этот такой знаменательный силовой аспект себя, вы станете видимыми, более видимыми для иерархов. И иерархия, она никогда не нарушает законы Бога. Их никогда нельзя уговорить, им никогда не нужно жаловаться, их это вообще никогда не интересует. Очень у многих Бог – это вот такое непонятно что, особенно в религии, которая и накажет, и подобное сделает. Но иерархия, она могущественная та сила, тот великий оплот света, который неизменный. Он никогда не поменяется. И когда вещают какие-то слова от архангела или еще что-то, так печально это слушать, потому что они не бывают такими. Нет, они не нарушают вот тот истинный мир, который создан Создателем первично. Никогда.
И поэтому вам нужно понимание, что не должны им угождать. Никому. Не должны как-то рвать все на свете и пробираться туда. Это бесполезный номер. Вы будете сброшены. И притом не просто сброшены на вот этот момент, где вы находитесь сейчас, а на то многочисленное назад. И потом не так просто оттуда возвращаться на самом деле. Вам нужно понять, если вы выбираете мир, и вы четко о нем хотите. Вы не просто «я выбрал мир один раз». Вы должны разобрать вот этот завал вашего первого мозга. И он, конечно, идет и в гортани вот эта паутина, как хотите его называйте. Главное, перестаньте этого бояться. Это энергия, которую вы нагребли, где-то темная, серая. Переходите полностью на энергию. И вы не забудьте, пока человеческое в вас преобладает, вы остаетесь смертным, и очень низкий уровень, и все что угодно может вас посещать. Если вы не стремитесь к свету, то вы подвержены тьме. Хотите вы этого или не хотите, поймите вот эту простую истину, которая существует. И не надо себя обманывать, не надо лукавить, не надо многословить в тех каких-то парадигмах. Когда вы начнете вот это разгребание, вас будет там видеть ваш аспект. Даже не высший, он находится в разумности своей, он частично физический. Очень часто звучат слова «метафизический». Он заполнять сейчас начнет свою физику, почему вам нужно дыхание, все эти практики. А частично, больше частично, также не уговорить его. Вы будете видеть болото, и будете видеть трясину, и что она вас затянет туда, вы же не пойдете в трясину. Вы не опуститесь в нее, вы будете понимать, что это смертельно, что это опасно. Итак, ваши высшие аспекты, не забывайте об этом. Начните говорить правду, как она есть, и тогда этот высший аспект, когда вы более-менее выровняете вот этот звук, свое намерение, «я хочу идти путем света», «я хочу этот изначальный мир утверждать», призывать и им быть. Вы должны это каким-то своим путем, каким-то своим диалектическим разговором разговаривать с собой. И вот это звук элементала сознания тела, он начнет переносить вот этот импульс светимости. Вы его создаете, это свет создаете в себе. И он переносит вот сюда ближе, через переносицу, начинает на лобную часть выходить. И вот тогда он очень быстро убирает все страхи. Вот эту паутину, вот эту люциферианскую, вот эту сатанинскую, государственную всю и безволие, безответственность, он очень хорошо будет убирать. На самом деле, это очень просто. Поначалу будет слышно, но вы помните, что все эти страхи, которые вы приняли в безволии, в повиновении, с какой-то чрезмерной заботой о ком-то, чувствовали парадигму, что вы сильные, а они нет, и вы готовы были им всю свою силу и жизнь отдать. Все это было у всех по-разному. Но вот этот импульс Миира, он начинает просыпаться в вас. Он как какой-то предмет, он расширяется и в росте, и в движении, и в звуке, и в цвете, и в запахе одновременно. Как величественно и как могущественна сама вот эта истинность, вот эта изначальность. Вообще все, что создано Творцом. И поэтому каждый выбирайте и ускоренно выбирайте. Поднимайте, усиливайте вот эти произношения Миира. Слушайте свою гортань, лукаво вы говорите или очень искренне. Если лукаво, то оно бездействует для вас. А если искренне, хочу быть искренним. Что мне мешает? Задавайте бесконечные вот эти вопросы. И тогда вот это безмолвие, которое вы ощутите в своем рассудке, будет такой живительной силой для вас, что вы будете понимать за тысячи лет, вы вдруг обрели себя, ту индивидуальность, ту мощь, ту силу, которую даровал вам изначально Творец свободу. И в этом понимании рассудочная часть тогда она свободна. И тогда вы видимы той части себя, которую называете высший аспект себя. Их там тоже несколько подуровней, оно не прямое такое касание. И опять-таки,
трудолюбивое такое отношение к себе. Вы работаете, вы двигаетесь. Если это механическая работа, вы это утверждаете, вы это повторяете. Вы это утверждаете перед сном, вы просыпаетесь чуть раньше. И вы будете высыпаться, поверьте. Сейчас у вас сон может быть и 2, и 3 часа, особенно после этих эфиров, которые идут прямые. И вы прекрасно себя чувствуете. Как? Ведь вся медицина привыкла утверждать столетия какое-то одно и то же. А вы будете понимать, вы на себе это будете проходить. Вы поспали 3 часа, и такая бодрость. Не просто бодрость, а у вас сила есть непомерная. Это не просто сказание. Вы будете именно таковым. И вот эти страхи вот этих глобалистов, они находятся именно там. Они жестокие, почему их нужно убирать? Они могут размножаться, вот это и происходит. И когда многие начинают слышать не только потому, что вы эфиры проходите на этом канале «Новое пробуждение человечества», вы слышать начинаете и то, и другое. Какую-то часть себя вы слышите настоящую, а начинаете вслушиваться, и тут же начинает громогласно громыхать вот этот какой-нибудь учитель по математике, и если вы не вышли из вот этих эгрегоров, вы его тогда испугались, и на основе его вы стали всего бояться. Вы начали это также притягивать. И вот эти их программы сатанистов, учителей, государственных исполнителей, их можно так назвать. И когда вы сейчас слушаете, осознайте вот этот изначальный мир, созданный Творцом, Создателем, то какой мощью он обладает, и как бессильна вот эта непонятность этого психотропного. Сколько бы они ни говорили, сколько бы они ни рассказывали об этих машинах, да, их создают эти чипы и вот эти внедрения. Но оно бессильно по сравнению с той мощью, что создано Создателем. Там чистый свет. И веления Профит будут помогать неимоверно. Любые. Утверждая, когда вы ощущаете вот эту громогласность крика, это суеверие еще звучит. За доли секунды вы можете это снять. Пусть за 10 минут, но это всего-навсего 10 минут вашей настойчивости. Какой вы дальше силой, вы энергию вдыхаете, вы становитесь сильнее. Вы наполняете силой, и вы больше не рассеиваете свою энергию. Это очень важно для каждого, множества из вас. Изначально очень много создано учений, что такое страх, как он делится, какие виды, какие названия, это все ересь. Только по той причине, что можно там ковыряться и какую-то догму разбирать, и на это понадобятся века. Вы понимаете, что ни у кого сейчас времени вообще нет. Его вообще не осталось. И оно самое драгоценное. И все, что делают иерархи, которые передают эти прямые эфиры, они грандиозно, всесторонне охватывают, кажется, об одной части какое-то тело, какой-то частицы вашей говорят. Но как она влияет, грандиозность, на всю вашу риторику, всего вашего механизма энергии всей вашей. И если вы в это поверите, если вы утвердите, потому что они каждый эфир становится все сложнее и сложнее. И чтобы готовым быть к нему, нужно просто честно трудиться. Вам нужно понять, вы должны стать силовиками. Каждый из вас. Ибо в изменяемости мерности вынуждает вас стать очень сильным. Не потому, что вы хотите добрые слова сказать благодарности иерархии и настоящим световым цивилизациям. Не только поэтому. Вы не сможете удержаться на этом ветру перемен, который сейчас происходит. И он будет все время усиливаться. И интуитивность ваша, все вот эти взрывы и все, что происходит, ваша интуитивность будет и вас спасать, и притом так неожиданно. И гасить вот эти всякие ложные предубеждения. И помогать миллионам другим. Иерархия только так может передавать. Она никогда не выйдет на какой-то знаменатель одного существа. Ведь владыки, они были воплощенными всегда. Все владыки, которые вознесены, они были воплощенными,
и воплощались они в человеческих телах. Им давалась вот эта свобода. Они также проживали в ней, они также трудились непомерно. И только тогда они обрели вот эту высочайшую мудрость и непомерную силу. И вот так же и у вас это должно произойти. Очень необходимо это, по-другому нет. Не забывайте такой аспект, что вы многие какой-то период времени посещаете эти эфиры, и вам кажется, что вы ничего не сделали. Вы очень изменились, поверьте. И лучше не смотреть, но если бы вы посмотрели, почувствовали, какой вы были вчера, столько было страхов. И что бы стало с вами, если бы эти страхи, эти кармические последствия этих страхов материализовались в вашей жизни? Сколько в вас вот таких непредвиденных ситуаций не материализовалось, и вы их прошли? И сейчас пришло это время, чтобы не материализовывались вот эти тяжелейшие предсказания, которые идут для человечества и планеты. И вы уже готовы это делать. Не ждите, не пытайтесь на кого-то быть похожим. Все, что приходит вам, и если оно несет мир, свободу, уверенность кому-то, честным вот таким произношением говорите везде, передавайте везде это. Делайте это немногословно. Не просто призывным, а каким-то таким рассказом простоты, чтобы верило человечество в эту силу. И, конечно же, начинаете как-то по-особому относиться к этой мудрости, которую вы получаете на этих прямых эфирах. Вы к ней относились очень многие и какой-то период времени, хотят, передают, и если я им очень нужен, то я, может, что-то и сделаю. Нет, это величайший дар, их. И его можно принять только в великой святости, в великой непомерной благодарности. И тогда вот эта сила ваша возрастает очень сильно. Тогда уверенность, тогда свобода, тогда вот эта тишина в вашей области гортани, сила проявится, и тишина вашей вилочковой железы. Все вот эти части вас – это те драгоценнейшие бриллианты, которые у вас загорятся. Вы об этом только и мечтали много-много тысячелетий. Знайте это. И вы это увидите в этом воплощении. И не так долго вам придется ждать, если вы будете настойчиво утверждать, принимать и делиться мииром. Вы должны делиться, у вас должен говорить этот треугольник, эта лобная часть должна быть светлой. Вам необходимо иметь эту непомерную уверенность, что вы выбрали этот путь. И тогда ваши слова будут слышны. Страх на самом деле Бог не создавал. А раз Он его не создавал, Он создан человеческими сутями. Они не всегда человеческие, они больше животные. Именно те загарбницко-политика, которые руководят этими странами, коммунизмом и всем этим. Они не человеки. А раз они не человеки, то какой же мощью вы обладаете? Вам вот это нужно понять. И когда вы видите каких-то разных по-разному рассказывают, что кто-то правит миром, и что это не человеки, рисуют его огромным с рогами. Но ничего нет мощнее, сильнее божественности. Сколько бы его ни рисовали, как бы там ни было, светимость вот этой энергии силы, она непомерна. Она даст отпор, она все что угодно может произойти. Вот так Он создавал. Ведь Он же обладает вот этой непомерной мудростью. А то, что переродилось вот это и уровни, тьма, очень много всего, это не стоит сейчас рассматривать и нет в этом смысла. Но многие из вас идут именно рассмотреть, когда это юродство проявились. Пусть они покинут планету. Пусть покинет мое понимание. Я не хочу. Ибо пока вы их будете изучать, вы можете их как-то прихватить. И вот это тоже есть. Вы слушаете здесь прямые эфиры и попутно просматриваете там угрожающее, там истерию какую-то. И оно глушит ваш тот непомерный свет, которого пусть доли секунды, но вы касаетесь. Но практически в каждом эфире вы касаетесь самих себя. И если вы честны, вы касаетесь той силы, и пусть это будет несколько минут, несколько мгновений, и они будут умножаться сильнее. Вы сильнее всех Дракул,
сильнее всех приспешников архонтов. Вы сильнее их всех. И не только потому, что вас великое множество. Ибо там у вас то величие Создателя. Оно не имеет равных. И вам об этом так мало еще рассказано. И вам сегодня, сейчас, просто нужно в это поверить. И тогда те передачи, которые звучат и об огне, и о воде, и так далее, они будут вам более доступны и более ясны. Потеряйте вот этот лобный, он и на затылке, он есть везде. Это элементал. И начните к этому относиться упрощенно. Не то что упрощенно, ведь это не все в этом мире. Есть много выходов-ходов и хорошего на этой планете, и в это время, через которые можете пройти и усилить это, и этим стать. И вот это и есть вот эта грандиозность. Никогда не сможет сейчас то, что натворило человечество, снять с него. Это только если мощным своим порывом множество, как можно большее количество, начнет пользоваться вот этим фиолетовым огнем. Призывать его, быть им, благодарить его и старательно читать эти веления профет. И это станет вашим таким показателем силы для себя. Вы это можете исполнить. Пусть будет озарение тогда, когда совсем-совсем, кажется, потерялся. Пусть оно приходит к вам. Призывайте фиолетовое пламя каждое мгновение. И Миир изначальный, пробудись. Пробудись в одночасье. Пробудись в моем сердце. Пробудись, и все. Мне только это сейчас надо. Мне нужна только эта свобода. Мне нужна эта сила. Эта ярость этого пробуждения пусть во мне говорит 24 часа, 7 дней в неделю. И она произойдет. Уникальный, практический курс «Дельфины». Проводник Ольга. Курс содержит прямую передачу, в этом его сила. Все уроки этого курса, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала «Новое пробуждение человечества». Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Благодарность наша непомерна творением Творца, Сириуса, дельфинам и китам. Они, незримо обучая нас любить самих себя и все творения Создателя. Курс «Дельфины» — это радость неземная. Прямые передачи «Владыка миров», Элохим, Архангелы, световые цивилизации Сириус, Плеяда, Андромеда, Арктура и дельфины и киты. Настоящая активация божественности, изобилия в единении, осознанном принятии денежного изобилия. В ускоренном режиме способствует поднятию в себе божественности. Усилить безусловную любовь. Активация чакровой системы. Восстановление баланса женской и мужской энергии. Гармонизация. Исцеление понимания любви на уровне элементала сознания тела, врожденное. Техники выравнивания внутреннего позвоночника. Вертикальное дыхание, способствующее синхронизации правого и левого полушария. Восстановление вибрации собственного голосового звучания. Освобождение рассудочной части. Воссоединение с божественной основой. Техники усиления интуиции первого чувства. Открытие нитей ДНК. Принимая сердцем чистый свет в честности, возможно совершить мощный прорыв. Усилить магнетизм в себе, принимать потоки 5D. Решайтесь. Нет возможности откладывать, воссоздать силу божественности в себе.
Важность этого обучения в том, что честное принятие даст возможность передавать мудрость другим. Все это глобально для всех и касается каждого. Важно сейчас действовать честно. Спасаем самих себя в единстве. Ясности, решительности всем. Приглашаем всех к познанию силы, божественности в себе. Уникальный, практический курс «Дельфины». Вопросы и запись по номерам в описании.